Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга решил отобрать 5 мониторов, ограничившись бюджетом в 15 тысяч рублей. Такой достаточно популярный бюджет, в котором часто рассматривают мониторы или для домашнего ПК, или для офисного, или для учебы. Простой недорогой дисплей с приятной картинкой, на котором можно и фильмы смотреть, и в браузере серфить, и в соцсетях ленту листать, и поработать с документами, и курсач состряпать. На каждый монитор я оставил ссылку в описании под видео и в закрепленном комментарии. Это на случай, если какая-то модель вам приглянется. Чтобы не искать по всему интернету, можете сразу почитать о ней отзывы, ответы на вопросы, узнать цену или еще чего. В общем, давайте сейчас чуть подробнее расскажу о каждом участнике. Напоминаю, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Теперь можем начинать. Пятую строчку рейтинга занимает Samsung C24F396FHI. Простой монитор с диагональю экрана 24 дюйма и небольшой кривизной в 1800R. Внешне выглядит максимально простым дисплеем в черной оболочке на столе офисного кабинета или уютной домашней комнаты. Собственно, для чего он и предназначен. Стоит на уверенной ножке, которая даже слегка много места занимает. Но за счет этого никаких проблем с устойчивостью. Кроме наклона, она никаких регулировок не дает, но монитор можно повесить на стену с помощью кронштейна веса 75×75. А там уже и регулировок себе можно добавить, каких самому пожелается. Ну или просто наслаждаться свободным от ножки пространством и стильным внешним видом рабочего места. По картинке, то, ради чего мы здесь сегодня с вами собрались. На такую диагональ, как оно принято, растянули Full HD разрешение 1920 на 1080 пикселей. Ничего плохого сказать об этом не могу, так как плотности пикселей хватает, зернистость незаметна, а в глазах от этого не рябит. Но это еще и потому, что тут Samsung предусмотрел специальную технологию Flicker Free, которая нейтрализует мерцание. Есть еще FreeSync, который сглаживает разрывы кадров, делая картинку плавнее. И получается, что от монитора после полноценного 8-часового рабочего дня ни голова не болит, ни глаза на лоб не лезут. Хотя VA-матрица кого-то может и отпугнуть, но не скажу, что тут есть какие-то серьезные проблемы с цветопередачей или углами обзора. Изображение на выходе получается насыщенным, контрастным и ярким, поэтому жаловаться не на что, разве что видны засветы на темном фоне, но они не так заметны. На четвертое место топа я поставил Hyper EasyView FH2401. Один из самых дешевых мониторов во всем рейтинге. На момент выхода ролика его можно купить за 10 тысяч рублей. Но тут больше внимания на себя обращает IPS-матрица. Мало ли у кого был какой-то печальный случай, после чего к VA и подходить не хочется. Здесь же картинка выглядит слегка ярче, сочнее и насыщеннее. Хотя какая-то заметная разница между бюджетной VA и бюджетной IPS видна только при прямом сравнении или хотя бы при наметанном глазу. Но если душа требует IPS, то почему бы и нет? По первостепенным параметрам тут все то же самое. Диагональ на 24 дюйма и Full HD разрешение. Ничего нового. Если вы ждете в этом рейтинге монитор на 27 дюймов, правильно делаете. Я нашел одну неплохую модель, которую могу посоветовать. Так что смотрите дальше, о ней чуть позже. Сейчас же продолжим с Hyper. Из приятного к IPS-матрице добавили еще немного увеличенную до 75 Гц частоту обновления, что означает улучшенную плавность. После 60 разница небольшая, но заметная при скроллинге ленты, таблиц или документов. Глазу все равно приятнее будет. Плюс к тому Flicker Free, который, напоминаю, борется с мерцаниями. Поэтому картинка на мониторе получается такая, что на ней свободно можно и проработать весь день, и проучиться, и сериалы посмотреть, и в игры поиграть. И все это за 10 тысяч рублей. Да, без излишеств, но что еще нужно для наших задач? Ну разве что подставку с регулировками, но тут могу предложить только повесить монитор на кронштейн, если уж совсем припечет. Продолжаем с офисными и домашними мониторами. На третье место становится схожий Acer Nitro. Он по большей части мало чем отличается от прошлых двух, поэтому можете посмотреть на него в качестве альтернативы. Тем более, что и по цене разницы никакой. Да даже внешне это такой же черный монитор с малофункциональной подставкой, парой портов сзади в виде HDMI и VGA и небольшими рамками по краям экрана. Дисплей тоже на 24 дюйма с Full HD разрешением на базе неплохой VA-матрицы. Единственное заметное отличие – повышенная частота обновления до 100 Гц.
После 75 очень приятно работать за таким монитором. И плюс не нужен какой-то серьезный ПК с мощной видеокартой. Любая офисная сборка на процессоре со встроенным графическим ядром вытянет эти 100 Гц на Full HD разрешении. А FreeSync поможет синхронизировать все это дело, чтобы плавно смотрелось, без лагов и дерганий. Плюс есть Flicker Free, так что обойдется без мерцаний. В остальном же это самая обычная VA-матрица, которая показывает неплохую по цветопередаче картинку. Да, напрямую сравнивая с прошлой IPS, видно, что здесь цвета не такие насыщенные и глубокие. Но, во-первых, это при сравнении напрямую. Во-вторых, у VA тоже есть плюсы. Например, повышенный коэффициент контрастности, из-за которого получается глубокий черный и чистый белый цвета. Поэтому засветы на темном фоне тут в глаза почти не бросаются. В-третьих, у Acer есть HDR начального уровня, подкрутив который можно таки расширить цветовую палитру, диапазон яркости, добавить естественности. Но на изображение жаловаться в любом случае не придется. На втором месте расположился Digma Overdrive. 27-дюймовый монитор, который и под работу, и под домашние задачи подойдет. Но больше всего я советую его рассмотреть под гейминг. Для любителей после работы или учебного дня самое то. Тут его в первую очередь отличает 27-дюймовая диагональ. К сожалению, 2К разрешение сюда никак не получилось завести, поэтому плотность пикселей слегка поменьше. Но в целом на картинку все равно приятно смотреть даже после перехода с 24-дюймового экрана, так как зернистость в глаза не бросается ни при работе с текстом, ни при просмотре сериалов, ни при гейминге. Кстати, для игр у Digma есть must-have параметр – частота обновления 165 Гц. Только для этого обязательно монитор нужно подключить по DisplayPort. Учитывайте. За счет 165 Гц в играх все процессы выглядят плавнее и в разы приятнее для глаз. Сами попробуйте, удивляться будете первую неделю так точно. Только, конечно, нужно, чтобы и ПК потянул, а то FreeSync делает конфетку не из любого железа, хотя бы какую-то слабенькую видеокарту лучше иметь. Из маленьких недостатков на тестах заметил гостинг на фоне VA-матрицы. То есть некоторые объекты оставляют как бы тень после резкого перемещения, но это малозаметный нюанс. Да и играть вообще не мешает. Главное, что изображение у Digma яркое, приятное, с насыщенными тонами и сочными цветами. HDR тут тоже есть, не самый навороченный, но если постараться, из него можно выжать еще чуть больше насыщенности. Неизменной осталась только внешняя часть. По крайней мере, никакого функционала, кроме слабеньких динамиков, тут не завезли. А на первое место я поставил MCI Modern. Как по мне, это лучший монитор для рабочих задач и домашней рутины до 15 тысяч рублей. В первую очередь он понравился мне внешним видом. Вот есть в нем какие-то детали, которые отличают от других офисников в этом рейтинге. Плюс к тому подставка тут дает возможность выставлять монитор под себя сразу из коробки. И никаких заморочек с кронштейном и подвешиванием. Можно и по высоте регулировать на 11 см, и поворачивать по вертикальной оси на 30 градусов, и переворачивать в портретный режим, полностью вертикально. Пригодится такое в разных сценариях, хоть для кодинга в качестве второго монитора, который часто будет стоять в вертикальном положении, хоть при просмотре фильма повернуть монитор удобнее на себя, да хоть просто выставить все как надо для комфортной работы. Вот это меня и подкупило за такую цену. При том, что кроме HDMI есть еще и USB-C порт, через который можно и периферию подключить, и телефон на зарядку поставить. Конечно, мощностью он всего на 15 Вт, но бесполезным уж точно не назвать. Еще его можно использовать как видеовыход для подключения ноутбука или второго монитора. То есть функционал у этого MCI на редкость широкий среди мониторов с ценой до 15 тысяч рублей. По крайней мере, я нашел всего один такой. Про изображение здесь тоже не забыли. 24 дюйма, Full HD разрешение, 100 Гц и IPS матрица. Как по мне, идеальный баланс. Да, наверное, кому-то хотелось бы диагональ побольше, но все-таки для Full HD разрешения 24 дюйма как раз то, что отлично смотрится. Тем более на хорошей IPS матрице с поддержкой всех технологий: FreeSync, Flicker Free, HDR. Так что этот MCI Modern для меня лучший в общем балансе по картинке, функционалу и стоимости за все это. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники.
А с вами была команда канала Техревизор.